Всем привет! У нас сегодня тут сбор боярышника. Дерево хоть и небольшое, но с него урожай довольно приличный. Мы вчера собирали, тут все было нападано. Вот видите, он, кстати, красиво так на травке лежит. Собираем. Вчера уже собрали 10 килограмм. Вот сейчас, не знаю, сколько у нас еще тут получится. Может быть, тут еще килограмм 10. И мы решили его продать. Конечно, мы часть оставим себе, но такое огромное количество нам не нужно. По 100 рублей за килограмм выставила, уже 2 покупателя нашлось. Ну вот, в принципе, пару тысяч, почему бы не подзаработать. Друзья, поставьте сейчас видео на паузу, обязательно поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями. Если вам не сложно, напишите какой-нибудь комментарий. Вы очень поможете нам и продвижению нашего канала, и у нас будет стимул снимать для вас гораздо больше видео. Для вас это ничего не стоит, но для нас это значит многое. Всех жду, всем большое спасибо. Ну и, конечно же, подпишитесь на наш канал. Сейчас Гриша лестницу принесет, я тут пока буду снизу, а он будет сверху или наоборот, не знаю, посмотрим, кто где будет собирать. У нас снова решило прийти лето, очень комфортно, даже я скажу, что жарковато. И в тепличке зреют новые помидоры. Покажу вам. Не снимали много дней, у нас довольно сейчас загруженное время. Вот. Пересадили малинку из родительского дома, взяли 10 кустиков. Она такая ремонтантная, очень крупная, классная. И пойдемте, я вам покажу на передний двор. Мы там посадили розы. Они очень красивые. Срезанные розы, покажу вам, стоят у меня дома. Мы их срезали. Почитала, что пересаживать розы нужно срезать уже текущие цветки. И вот он, дружочек, пирожочек, шахчик. Что это? А второй начинает ревновать, гавкает. Вон. Дик, успокойся. И к тебе сейчас придем. Кстати, хмельно, что тут уже шишечки стали куда больше, чем были. Итак, розочки. Решили мы их посадить вот здесь, вдоль дорожки. Думаю, что будет тут красиво, симпатично. Они уже, посмотрите, какие высокие. Сейчас, чтобы вам было понятно, больше, чем по колено мне. Вот. Цветочки эти, розы очень красивые. Разные тут они и розовые, в крапинку, и алые есть. В общем, мы решили их там не оставлять. Тот дом родительский, кто не в курсе, мы продаем. И перевозим мою свекровь, Гришину маму, к нам. Будем жить все вместе. Виноградик тем временем все спеет и спеет. Его, кстати, тоже очень много. Наверное, виноград будем продавать, потому что столько нам не нужно. Мы его просто не поедим, а он пропадет. А вино мы не делаем, так как алкоголь мы не пьем. Гришаня. Здравствуйте. Привет. Покажи-ка людям какие-то камушки в Турции. Это мы были в Турции несколько лет назад. И тут сейчас разгребаем все там. Шкафчики убираем, куда новые вещи раскладывать. И наткнулась на эти камушки. Да шахчик, это не надо есть. Вот, это мы были в Турции, в Кемере. Посмотрите, какие красивые. Немножечко взяла и используем их в качестве декора. Кстати, какой камушек вам нравится больше всего? Есть вот даже в крапинку. Гляньте, какой симпатичный. Очень необычные такие прям все. И розовенький. Надо же, хотя растут такие. Не растут. Они от природы такие. Прям гладенькие, он как яичко. Кстати, калинка уже красненькая прям. Но калину мы не срываем. Чем мне она нравится, она и зиму висит. Когда нужно, вышел, сорвал. Ее ж наоборот, но если я не ошибаюсь, то нужно перед тем, как употребить, заморозить, да? Вот. Ну, она зимой сама тут замораживается и хранится аж до самой весны. Птички ее тут, конечно, поклевывают, но незначительно. И еще Гриша тут покрасил брусья и вот те нижние ворота. Тетка передала нам нашу банку краски, вот мы ее использовали. Тут было все ржавое, теперь красивое.
И еще обрезали облепиху. Вот. Помните, тут ветка прям была на нашу туйку, и туда еще куда-то ветка, уже не помню. В общем, сейчас это деревце стало поменьше, но туи больше места для роста. У нас еще есть и ежевика. Вот она потихонечку подспевает, мы ее собираем. Такая поздняя она у нас, возможно, из-за того, что на нее не слишком много солнца попадает. Хотя в течение дня здесь и есть солнышко. Не знаю, наверное, сама по себе такая. Все никак мы не пересадим вот эти туйки. Они, кстати, выросли. Особенно вот это заметно, у нее даже цвет другой хвои стал. И вот это, вот она, видите, такая ярко-зелененькая. В общем, все, я так понимаю, прижились. Нужно пересадить, конечно, в зиму оставлять в этих контейнерах нельзя. Собирали сливы, не помню, показывала вам или нет. Они прям вот такие огромные. Может, тут сейчас одну найдем, валяется. Сейчас дни бегут как бешеные, поэтому что-то я и не вспомню, что я вам показывала, а что я не показывала. А вот как назло и не лежит. Видимо, все мы сорвали, может, где-то там на макушке пару штук осталось еще. А помидоры еще у нас есть, кстати, много зеленых. Вот цветут, ну не знаю, успеют они уже вызреть или нет. В теплице очень тепло. На ночь мы ее закрываем. Вот последние 2 дня только не закрывали, потому что реально жарко. Вечером мы были на улице даже без кофты, просто в футболке. Огурчики, кстати, цветут. И огурчики у меня, я их тут поливаю сейчас практически ежедневно, хорошо. И вот завязались новые айплети, так сказать. Где-то вижу огурец. Нет, он еще маленький. Ну, в общем, огурчики есть. Вот еще, смотрите. Нормально. Считаю, что в середине, практически в середине сентября свои огурцы. Почему бы и нет. И вот здесь мы навели порядочек, обрезали жасмин. Теперь он стал таким аккуратненьким деревцем, не свисает. Убрала листики пионов. Все никак не доберусь вот до тех оставшихся. Но ничего, сделаем. Барбарисик тут растет. Кстати, любите барбарис? Что из него делаете? Его можно сушить в качестве приправы, использовать в плов, вкусно. Я иногда зимой выхожу тоже вот так обрезаю и в чай вместе с калиной. Листья, ветки у меня еще там малины есть. Засушенная такая сушеная малинка вместе вот с ветками. Мы там в другом доме рвали, собирали, сушили. Еще прошлый сезон у меня много осталось. Кстати, листики черной смородины, веточки прям очень ароматные, вкусный чай получается. Рекомендую. Гриша у нас тянет лесенку. Хоть боярышник невысокий, но у него все равно так ты не доберешься. У кого есть идеи, что можно сделать из боярышника, пишите. Потому что я пока, кроме как просто посушить его на зиму, моей фантазии не хватало, так скажем. Не интересовалась. Вот. Зимой, да, чаек из него вкусненький, но такое количество, которое его здесь, нам просто не нужно. Куда столько? Если тут с дерева килограмм 30, то зачем столько? Хотя, может, из него что-то можно и вкусненькое делать. Сижу тут, собираю, а мне прям на голову боярышник падает. В общем, за эти дни, чтобы не снимали, у нас произошло очень много изменений. Решили мы, в общем, это дерево встряхнуть, потому что, ну, неудобно туда лазить. Он еще колючий, кстати, кто не знал. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какие у него иглы огромные. Вот так вот попадешь, и очень неприятно. Давай, Гриш, тряси. Мы по чуть-чуть... Сейчас, подожди, уберу нашу коробочку от камеры. Оп. Давай. Ой, вот так. Ух ты, елки! Все, давай пособираем, наверное. Или труси сразу, что мы будем потом... Вы когда-нибудь видели дождик из боярышника? Еще, Гриш. Обалдеть.
Бояра! Сюрприз! Если вдруг кто-то не видел, как внутри выглядит боярышник, вот так, он очень вкусный, сладкий, похож, как по мне, на яблоко, только внутри маленькие косточки. И мы тут решили сейчас убрать шишки из-под боярышника, потому что собирать его неудобно. Мы их переложим в другое место, а здесь у нас просто останется вот кора. Сейчас сложим в пакетик и уберем. Решили мы эти шишечки, в общем, разложить вот здесь, потому что здесь мы хотя бы ходим, подходим к собаке, и пусть они будут тут. Даже тебе будет радость. Сейчас их можно тут пореже раскидать так, чтобы было, знаешь, везде так симпатично. Не обязательно прям плотно. Будет нормально. Будешь бояру? На. О, съел. Стал, да? Съел, молодец. А, нет, во рту. Вон она, вижу. А ну жуй. Давай, 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 ешь, 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 ешь. Гладить не буду, собираю боярышник. Шишечки убрались, выглядит теперь это дело так. Кстати, нас собирали уже где-то килограмм 7. Вот пакет, тут. Сейчас будем еще трусить. А это гнилое, я туда скидываю. А елка, лягушка наша теперь живет в сосновом бору. Вот так вот. Почему бы и нет, да? Настолько сейчас жарко, что я даже открою вторую дверцу в теплице, чтобы вот так насквозь все продувалось. Тут просто невозможно зайти. Парилка. Это тоже плохо. Тут уже надо поливать все. Оп, у нас тут система. Раз. Открываем. И вот сюда. Да блин. Угу. Все. О, никуда не денется. Чтобы ее ветром не колбасило. Гриша так придумал. Ну что, собрали мы 11 килограмм. Здесь 2 пакета по 5, плюс еще вот там ведерко, там килограмм. Это для другой партии. У нас 2 человека по 10 килограмм хотят купить. Как раз 2000 в кармане. А вот смотрите, розочки. Я вам обещала показать. И в другом доме там еще стоят у нас такие алые прямо. Вот. Будут у нас такие красивые дома цветочки. Кстати, какая из роз вам понравилась больше? Вот тут какие-то конопатенькие, но они так пахнут. Надеюсь, вот эти еще распустятся. Одну часть боярышника мы на северном балконе вот так расстелили, потому что за ней приедут вечером. Чтобы ничего не помялось и людям было комфортно, мы сделали так. Вот наш балкон, который еще стоит отремонтировать. Как? Пока еще не совсем придумали, но эту стену нужно обязательно утеплить. А Гриша еще делает вот крепления для отливов, вот эти беленькие. Расскажи. Дело в том, что раньше у нас карниз уже говорю. Отлив, желоб этот водосточный, он держался вот на краю, и потом следующий был возле вот этой трубы. То есть расстояние между ними было 3 метра. Где-то так, да. И когда был снег, он всегда этот отлив ломал. Вот. А теперь я вставил вот 2 вот таких, к сожалению, зелененьких у меня не было, вставил беленькие, ну, с этой стороны особо не видно. Вот. Посадил пока что их на саморезы, взял бутылочку с водой, проверил, все сливается, все хорошо. Сейчас я хочу вот тут вот 2 шва проварить и точно так же на
этом, и все, работа будет закончена, все будет благополучно у нас сливаться, и все будет здорово. Ну что ты? Не надо есть. Он хотел вас слопать.